как нас изменила Италия. Тебе нужно казаться, а не быть. В обед тут все абсолютно закрывается на 2 часа. Сразу Юле сказал, ты там за сумкой следи. Ну, мне лично подкидывали, я уже рассказывал, 2 раза кокаин. Здесь вообще всем плевать на это. Чего я здесь боюсь в Италии, это пенсионеров. Без трусов оставят. Красивый. Опоздать для них на 15 минут это вообще в порядке вещей. Бегите скорее, смотрите, она упадет. И кто опоздал, тот все потерял. То есть архитектурный, визуальный оргазм. Не фотографируют здесь еду определенно в ресторанах, только толпы вот этого вот мяса, которое стоит вокруг. Здесь не существует старости. Там бабка. Здесь может очень богатый человек идти в поло, которое выцвело уже давным-давно. Если ты попьешь с ним кофе, это уже в порядке. Здесь ты можешь быть, а не казаться кем-то. И во всей Италии есть что посмотреть. Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Миша, и сегодня мы находимся в городе Пиза. Это большой город и очень красивый. На самом деле, опять-таки, нам это не свойственно, ездить по большим городам показывать. Да и тем более эту Пизу многие блогеры уже показывали 1000 раз и больше. Но мы здесь не просто так. Мы выбрали большой город, чтобы с вами пообщаться. Ну, скажем так, ходить, смотреть красоту и разговаривать. А поговорим мы сегодня о том, как нас изменила Италия. То есть, насколько мы изменились, переехав из России в Италию. Ну, смотрите, Пиза, конечно, достойна того, чтобы о ней рассказали, потому как это просто потрясающий город. Он и потрясающей красоты, и сумасшедшее количество историй здесь, конечно. Но, блин, мы просто хотим использовать его, к сожалению, как картинку для нашего видео. Такая красивая картинка, и просто поболтать о нас на самом деле. Немножко эгоистично, но, блин, а где нам еще о нас болтать? В деревне в какой-нибудь? Вот, нет. Да, короче, начнем. Вот что конкретно, как мы и что конкретно нас изменило, и как мы изменились, переехав в Италию. Вот. Ты, Юля, что скажешь? Что тебя изменило? Я не скажу, что меня это прямо изменило, но то, что явно было непривычно или некомфортно, это когда мы только приехали, что в обед тут все абсолютно закрывается на 2 часа. То бишь с часу до 3. Здесь ничего не работает. И к этому нужно привыкать. И мы, честно говоря, до сих пор к этому не привыкли, потому что иногда забываем это. В воскресенье тоже все закрыто. В понедельник утро тоже все закрыто. Даже бары некоторые, в которые мы привыкли ходить. То есть это, конечно, неудобно. Ну да, это на самом деле, к этому нужно привыкать. Мне кажется, мы год, а то и больше привыкали к этому. На самом деле, по-моему, мне помнится, Юля привыкла быстрее гораздо. Вот. А я периодически до сих пор забывал о том, что что-то там закрыто в 2 часа или в 3 часа дня. А еще такой момент, да, вот это вот сейчас вот эти вот отпуска августовские, когда вообще все закрывается на 2-3 недели. Ну, все в смысле, всякие производства, фабрики, и вообще все встает. Вот тоже такая тема очень необычная. Хотя она похожа на вот эти январские праздники в России. На новогодние праздники. На новогодние. Там тоже недели на 2-3 все выпадает из жизни. Оно к этому легче было привыкнуть. Но вот то, что здесь обеденное время, то есть даже аптеки закрываются, какие-то там еще, то есть бывает даже супермаркеты закрываются на обед. Да, вот, то есть такое. Это вообще дичь какая-то, честно. В деревнях особенно на обед они могут закрываться, да. Да, ну, непривычно было. Это действительно как-то, да, поменяло все-таки наше устройство жизни, я бы вот так сказал. У нас все, кстати, стало стабильнее благодаря этому. У нас теперь четко, мы знаем, когда у нас обед. Ну да, мы программируем. Короче, мы какие-то наши дела начали программировать. Хотя в Москве мы себе могли позволить, допустим, фривольно достаточно относиться, потому что, ну что, заедем попозже, как бы вот так вот, да, куда-то там, потому что знаем, что оно всегда будет открыто. Ну, здания здесь, конечно, вообще бомбические. Архитектура сумасшедшая. Пиза, конечно, безумно красивый город, вопросов тут вообще никаких нету. Достаточно чистенький, да, такой? Ну да. Ну, приятный, опрятный город. Любопытный. Да, мне понравился. Мы здесь уже были в том или позатом году, сейчас точно не помню когда. Вот. И мне он тоже очень понравился. Во-первых, он такой достаточно современный, несмотря на его историю.
Вот. И при этом тут также есть очень много исторических всяких штук, как вот типа построение, вот Пизанская башня, и вот эти еще там 2 здания. Ну, про Пизанскую башню потом мне есть что сказать. Ладно. Любопытное, да. Да, и вот что, вернемся. Ну, вот единственный момент, здесь туристов, конечно, дофига. Вот сейчас еще понедельник, как бы, я представляю, что тут вообще в субботу-воскресенье просто дурдом. Да, Поэтому... еще утро, на секундочку. Да, ох, гляньте вот это вот вообще. Вы просто посмотрите. Ну, это божье творение, это даже не человеческая рука. Смотрите, какая красота. Сейчас попробуем войти, посмотрим, что там внутри. Прям очень любопытно. Люди заходят, ну и мы пойдем. Гляньте-ка. Ну, красотища, ребята, скажу вам. Эти колонны просто шикарные. Обожаю я итальянские храмы. Просто люблю. Не знаю, как вот это правильно называется. Алтарь, наверное. Но он просто бомбический. Просто бомбический алтарь. Орган позади. Все это выглядит невероятно. Прям чтобы фотку сделать. Ну, вышли из храма. Потрясающе, конечно. Сразу Юлий сказал, ты там за сумкой следи. Все-таки в большом городе. А здесь цыгане вытащат, блин, даже не заметишь. Без трусов оставят. К сожалению, есть такая тема. Она по всем большим городам Италии такая. Ну, что еще нас изменило? Давайте поговорим. Что еще изменило? Вот меня, например, изменило как автолюбителя, как человек, который водит автомобиль, меня изменило очень сильно вождение, то есть культура вождения. То есть, смотрите, например, хочу вот пример привести. Я в Москве боялся 2 вещей. Точнее, 3 я боялся. Я боялся таксистов, потому как они перерабатывают по 2-3 смены, чтобы заработать денег там. Не спят по больше суток, а бывает даже и 2 суток. И, соответственно, из-за этого очень многие аварии происходят. Ну, как бы это вот этот вот сервис такси, которым так хвалятся русские люди у себя. Но вот за счет, к сожалению, достаточно рабского труда таксистов. Вот. Ну и каршеринги. Каршерингов я очень сильно боялся. Это вообще отдельная тематика, каршеринги. Там либо вообще подростки ездят, которые с фейковых аккаунтов, либо вот эти вот чайники, которые только что права получили. Вот я их очень сильно боялся. Ну и ДПСников. ДПСников это вообще, это моя какая-то фобия. Я до сих пор от нее отвыкнуть не могу, уже находясь в Италии достаточно длительное время. Потому как, ну, мне лично подкидывали, я уже рассказывал, 2 раза кокаин в центре Москвы. Поэтому мне есть почему иметь эту фобию. Здесь же в Италии нет, я не боюсь каршерингов, потому что их практически нет. Они существуют в каких-то крупных городах, но их так очень мало. Здесь у каждого своя машина. Я не боюсь таксистов, потому что вот что-что, а таксисты, по-моему, здесь водят вообще отлично. Вот. Они все отдохнувшие, все на кайфе, зарабатывают хорошо, они, короче, на релаксе ездят. Вот. И я не боюсь полицейских здесь, потому что полиция здесь максимально вежливая. Да, может, были какие-то случаи у кого-то, может быть, там единичные, но это не сравнить с Россией, честно, с депсами в России. Но чего я здесь боюсь в Италии, это пенсионеров. Вот эти вот динозавры, которым лет по 90, и они ездят за рулем, они вообще неадекваты. Они уже все, они невменяемые. Они уже вообще не видят, куда едут, что делают. От них можно ожидать все, что угодно. Здесь у меня другая фобия появилась. Это вот эти пенсионеры за рулем. Ну, здесь как бы понятно, уровень жизни, можно спорить сколько угодно, но он здесь выше, чем в России. Это даже по статистике. Здесь очень много пенсионеров за рулем, потому что они могут себе позволить и машину купить, и обслуживать ее, и страховку платить, и все. В России ситуация, к сожалению, иная. Уровень жизни не такой, скажем, высокий, чтобы пенсионеры ездили за рулем, поэтому, видимо, в России нет такой проблемы. Какой дом красивый. Вот, но это вот действительно моя фобия. Меня это изменило. То есть мои страхи на дороге, они изменились чуть-чуть.
Но при этом Поменялись. остались все равно. Да, они все равно остались, страхи на дороге, но поменялись чутка. Их стало чуть меньше. Посмотрите, мы вам еще один храм покажем. Ну, тоже очень красивый. Маленький, но мне прям очень понравился. Я его заметил одним глазом. Маленький, но уютный, как говорится. Тоже смотрите, какие своды. Колонны. Лепнина какая. Скажем, дорого-богато. Все сделано. Ангелы все эти. Красотища. Ну и вот эти картины. А вот тоже гляньте, какой храм. Конечно, просто произведение искусства. Сейчас попробуем посмотреть, что там внутри. Но снаружи зрелище великолепное. Ничего себе. Он просто огроменный, да? Мгм. Столько пространства. Гробница вот какая-то, да, стоит. Ничего себе. Вот тоже, судя по всему, гробница. Не знаю, кто там может быть, кто там лежит. Ну, очень красиво. Еще так свежо на улице. Градусов 45. А здесь прям вообще свежесть. Смотрите, Здесь просто, какие витражи. да, просто потрясающие. Офигеть. А тут плохо видно за свет солнца. Вот только эти с этой стороны. Вот сейчас самый главный витраж посмотрим. Поближе. Ну, красиво. Потолок. Посмотрите, какой потолок. Какой орган. Непривычно его видеть сбоку, орган. Обычно он сверху где-то находится в храмах. Ну, изумительной красоты храм. Вот эти вот своды, еще вот эти арки. Выглядят, конечно, фантастически. А еще вот это понимание, что это строили не вчера, а черт пойми, когда вообще. Это понимание удивляет еще больше. Ну вот посмотрите, мы уже видим Пизанскую башню вдалеке. Вот это наклоненная. Сейчас подойдем, посмотрим ее поближе. А пока хотел спросить, что тебя, Юля, еще изменило? Ну, как поменялось, что поменяло в тебе, как бы, Италия? Ну, это, к примеру, в Италии вообще все очень медленно происходит, все не торопясь, они никуда не торопятся, никуда не спешат, то есть даже опоздать для них на 15 минут это вообще в порядке вещей, и ничего плохого в этом нет. Вот. На самом деле к этому вначале это очень непривычно, потому что даже напрягает из того, что как-то все очень медленно, как будто бы, я не знаю, как это объяснить. Ну, у них тут все пьяну-пьяну, у них даже Да. фраза вот эта есть, пьяну-пьяну, типа потихоньку-потихоньку. Да, но потом, мне начало, наоборот, это нравиться. Мне, наоборот, нравится это спокойствие, постепенность. То есть я поняла, что в этом есть своя какая-то прелесть. Ну, То есть ты никуда не торопишься, ничто тебя не беспокоит. То есть ты как будто на расслабоне, и это приятно на самом деле. ну такой у них размеренный образ жизни во всем у итальянцев.
есть они не суетят. Вот, конечно, как в Москве, вот эта вот суета бесконечная большого города. Ну, понятно, что это вообще проблема больших городов. Мне кажется, если поехать там жить в Милан, то, возможно, там тоже чуть посуетливее народ, Не, ну там конечно. суета, во всех больших городах, особенно туристических, суета, потому что эту суету создают туристы. Если Ну бы, да. допустим, туристов не было, все было бы очень спокойно. Они бы сидели в барах, попивали кофеек медленно и так не торопясь. Они когда идут, они идут прогулочным шагом, как будто наслаждаются, даже если они идут на работу. Не, ну да, в Москве все бегом-бегом. То есть там кто опоздал, тот все потерял. То есть по такому принципу. Там надо быстрее всех приехать, быстрее всех все сделать. Да это в плане работы и жизни и всего. Здесь нет, здесь они, конечно, да, попу не будут рвать на британский флаг, итальянцы. Но им мне на самом деле это и не нужно. То есть здесь, в принципе, они так живут, им так комфортно. И это никак им не вредит. Ну, короче, на постоянном расслабоне. Вот так вот. Ну вот мы и подходим к главной достопримечательности как Италии, так и города Пиза. Это вот эта падающая бесконечно башня. На самом деле столько байк ходит про нее, типа, ребята, бегите скорее, смотрите, она упадет. Там еще какие-то дела. Не упадет она никуда, можете, ребята, вообще не спешить. Я смотрел в Италии эту передачу, которая, говорила о том, как они смогли эту башню удержать. И там были объяснения, там 1500 креплений особых по новейшим технологиям. Короче, гарантировали, что простоит она еще лет 300-350. Поэтому, если когда и упадет, то точно не в нашей жизни. Можно расслабиться. Не, ну тут, конечно, красотища, честно. Тут прям как это, интеллектуальный, архитектурный, не интеллектуальный, сказать, да, архитектурный, визуальный оргазм. Вот как я назвал это. Ну, давайте тогда и поговорим, как меня еще изменила Италия. Ну, вот, например, в плане даже бизнеса. Я вот понял, что в Италии легче сделать бизнес. То есть открыть какое-то новое направление, там, работать с правительством, с крупными компаниями. То есть здесь, знаете, как все устроено. Вот в России, например, да, вот предположим, я сейчас какой-то глупый пример беру, вот берем там «Газпром» компанию, да, ну крупная компания, ну может я перебор взял, может быть поменьше надо взять, как пример, наверное, не самый лучший. Ну какие-то вы поняли, крупники, короче. Если вы какой-то мелкий предприниматель, хотите как-то с ними посотрудничать, повзаимодействовать, потому что у вас какие-то общие интересы могут быть, то вы фиг к ним вообще пройдете. То есть там дальше секретаря никуда это ничего не уйдет, ни к владельцу, ни к кому. В Италии в этом плане все проще. То есть да, есть и такие моменты, тоже бывает сложно пробиться, но попроще, потому что здесь очень важно личностное общение, очень важно. То есть, например, у меня даже по работе очень многие люди, вот я звоню там, да, говорю там, предлагаю какие-то свои вот вещи, которыми я занимаюсь, а мне вот там владелец говорит, ну, приезжай, типа, попьем кофе, обсудим. Вот для них вот это очень важно. То есть личностный контакт, визуальный контакт, типа вот это попить кофе, тогда все вот это вот обсудить и поговорить. В России же нет. Ну, представь себе попить кофе с владельцем там «Газпрома». Если ты попьешь с ним кофе, это уже в порядке на всю оставшуюся жизнь, мне кажется. Ну, я так думаю. Но вот в плане бизнеса меня Италия сильно изменила. Мне кажется, здесь больше возможностей. Хотя принято считать, что в России типа больше возможностей. Ну или, по крайней мере, было до военное время. Вот. И, возможно, даже это так, но я этого не заметил. У меня в России тоже были разные бизнесы, и мне было гораздо сложнее пробиваться, чем, например, в Италии. Вот, ну, намного сложнее. В Италии это как-то вот происходит все ненавязчиво, играючи, спокойно, с каким-то удовольствием. Вы посмотрите, как она выглядит отсюда, эта башня. Реально, она как будто падает. Просто как будто сейчас прям и упадет. Но не упадет, не переживайте. А вот посмотрите, я сейчас, короче, вам покажу. Вон они, акробаты стоят. Видите? Руками вот так вот делают, типа держат башню. Вон они. Акробаты. Я их называю. Чудики такие, конечно. Хотя я тоже так один раз делал.
тоже чудик. Говорю про них, а сам такой же. Ну, а тут, правда, часть на реконструкции, конечно. Но, тем не менее, красоту не отменяет. Так, ребята, ну народу, вы смотрите просто сколько, да? Будний день, понедельник. Но здесь всегда так. Я вот каждый раз, как приезжал в Пизу, это всегда такая тема. Ну, просто дурдом, просто гляньте. Здесь даже снимать, ну, честно, ну, максимально некомфортно. Но все равно красиво, как бы. А понятно, что внутрь мы даже ходить не будем, там очереди сумасшедшие. Вот. Ну что, Юлия, что еще тебя изменило? Скажи. Но мне, ну, в нашей жизни, по крайней мере в моей, ладно, поменялось то, что теперь там сходить в бар, выпить аперитив, это вообще, то есть, обычное дело. То есть раньше, когда там, я жила в Москве, то есть сходить куда-то, выпить коктейль какой-нибудь, это целое мероприятие, то есть нужно наряжаться, вот это все делать, выглядеть, ты начинаешь выглядеть просто потрясающе ради того, чтобы там, не знаю, просто какой-то один коктейль выпить. Здесь же нет, здесь ты просто идешь и садишься и пьешь. И вообще это в порядке вещей, это не то, что какая-то, не знаю. Роскошь. Ну, короче, Да, это просто обычная вещь жизни, как все равно сходить за картошкой в пятерочку, грубо говоря. То есть люди не фотографируют здесь еду определенно в ресторанах и не выкладывают это в Инстаграм. То есть из этого не делают какого-то сумасшедшего события. Вот, как в Москве очень многие это устраивают. Ну и здесь очень часто, вот тоже мое мировоззрение изменилось, здесь очень часто мы видим просто пожилых людей, абсолютно обычных, это не какие-то богатые старички на Поршах, нет вообще, а обычные старички, пожилые, которые сидят в барчиках, собираются, пьют какие-то коктейльчики, что-то едят. То есть вот этого в России, в Москве, в России я вообще не видел. То есть это такой редкий случай, но понятно, опять-таки уровень жизни, вот, выше. Люди себе могут это позволить. И здесь люди не считают это за какую-то роскошь, как правильно Юля сказала, выход в свет в какой-то. Вот. Хотя итальянцы тоже любят наряжаться. Здесь вообще спору нет, особенно пожилые люди на каблучках такие все. Но они там уже утром из дома выходят нарядные, то бишь это не то, что они выходят ради ресторана, чтобы красивым быть. Они выходят так же с утра, в 10 часов сидят в баре, пьют кофе, и она уже вся накрашена. Ну ладно, это я, подожди, ты сейчас спойлеришь чуть-чуть, потому что эта тема моя следующая. Так что все. Так, уходим от этой толпы туристов, честно, вот этот гаудеж бесконечный, и снимаем мы вам даже не столько красоту, сколько толпы вот этого вот мяса, которое стоит вокруг и жарится на солнце 45 градусов. Ну, вот Юля затронула тему пожилых людей, да, что как они там наряжаются, одеваются. А я по этому поводу хотел сказать, это как раз тоже одна из вещей, которая меня поменяла. Поменяла мое видение к пожилым людям. Вот как, наверное, правильно будет сказать, сейчас попытаюсь объяснить. То есть, знаете как, вот в России часто типа, о, бабка пошла, или там бабка, старуха. То есть, ну, бабушка, это, вот честно, я часто слышал бабка. Может быть, я в каком-то обществе не таком общался, хотя даже не столько от знакомых, даже от посторонних людей, там бабка. То есть в России есть прям старость существует, вот бабки. А в Италии вот эти пожилые сеньоры, типа женщины, блин, у меня прям даже не поворачивается язык сказать бабка. То есть они как дама, то есть вот, сеньора такая, вот они все такие нарядные, все такие вот как бы на моде. Ну, не все, понятно, сейчас не говорю прям все-все, но много таких вот. И вот здесь, в Италии, меня что поразило, здесь не существует старости. То есть реально старости ее нету как будто бы. То есть люди как будто бы продолжают жить свою жизнь, они доживают остатки. Да, то есть здесь женщины, ну, достаточно уже в возрасте, 60-70 лет, могут спокойно ходить на каблуках. Да порой они даже выглядят лучше, чем молодежь. Вообще, да, в большинстве случаев на самом деле так и есть. Вот тебя что изменило? Что тебе вот есть что-то сказать? На самом деле же очень понравилось то, что здесь нет такого эталона красоты, как это есть в России, как вот тебя отовсюду с улицы женщины внушают, что ты должен быть такой, сикой, красивый, ну, стройный, фиксации худой. на красоте нет. Фиксации, да, здесь вот в России очень большая. Здесь же нет, здесь все за натуральность, то есть никто не стремится накачать себе губы, сделать себе скулу, сделать себе все лицо и все, и грудь, и тело, и все, что на свете можно сделать, они не стремятся это Ну, сделать. хотя тоже есть любители это поделать, но да, но это не в таком количестве, да. Этого очень мало на самом деле.
Вот. И это на самом деле немножко приземляет в плане того, что ты перестаешь думать, что ты должен быть идеальным. И это приятно. По крайней мере, будучи женщиной, девушкой, ты хочешь быть красивой, привлекательной. И ты можешь быть самим собой и быть красивой. То есть здесь это в порядке вещей. И здесь вообще вот что тоже поразительно. Здесь тебе просто какая-то женщина, девушка, прохожая на улице может сделать комплимент. Просто так. Ни за что. Просто увидев тебя, сказать: ой, какая, типа, симпатичная девочка. И это же вообще просто потрясающе. В России, блин, ты от родственников с комплиментами не слышишь. Я не знаю. Ну да, это но вообще круто. То есть здесь мне нравится. это уже немножко за другую тему ты сейчас затронешь. Мы потом это тоже обговорим. Но суть, да, в том, что вот я, например, мое мировоззрение поменяло к людям определенного возраста, да, старшего возраста, что я перестал их воспринимать как стариков, вот, как это в России воспринимается, старик, как бы, или старуха. Здесь нет такого, вот, максимально. Вот Юля поменяла, да, что вот здесь к внешности люди относятся реально проще. Нет вот этого вот какого-то сумасшествия, как я выгляжу, что-то сделать, то все, пятое, десятое. Вот. Проще люди одеваются как-то, особенно молодежь, вообще как не заморачиваются, они как бомжи иногда одеты. Вот. Ну, вот так вот. Ну, любопытно, любопытно. Но я хотел еще одну вещь сказать. Как раз это вот из этой темы все рождается потихоньку. Меня что еще поменяло, что мне больше не нужно понтоваться. Хотя я не скажу, что я прям сильно понтовался в Москве, но ты волей-неволей все равно понтуешься, потому что общество такое, общество требует понтов. То есть, если ты общаешься в определенном обществе, вот, то требуются понты. Типа, я сейчас объясню, какая у тебя тачка. Блин, это же вообще, ну это фундаментальная вещь в России. Что за тачка у тебя? У тебя спрашивают девушки, какая у тебя тачка, у тебя спрашивают друзья, какая у тебя тачка, у тебя спрашивают на работе, какая у тебя тачка. Здесь всем плевать, на какой машине ты приехал. Да, конечно, итальянцы восхитятся, если у тебя Феррари, блин, и сделают тебе комплимент. Но по большому счету здесь всем плевать, на какой машине ты приехал. Ты хоть на Панде на старой приехал, 20-летний, хоть на Феррари приехал, по сути. Здесь, знаете, здесь главное, что она у тебя есть, эта машина. А какая, уже не важно. Вот. А в России же все на понтах держится. Вот даже номерные знаки. Мне впервые стало плевать, какой у меня номерной знак. А я все время, когда там купил Бэху себе тогда кабрик, я там себе номерные знаки делал 080 НХУ, типа на У. Как бы все, да, понимаете? Вот, то есть я прям заморачивался, как и много людей, которые заморачиваются по этому поводу. У меня есть знакомый, который за 5 лямов купил номер себе АМР. То есть, как бы, да, люди с ума сходят просто из каких-то номеров, жестянок. Здесь вообще всем плевать на это. По шмоту, честно, тоже понтов особых нет. Вот здесь может очень богатый человек идти в поло, которое выцвело уже давным-давно, 3 года назад она уже выцвела. Вот она уже не зеленого цвета, а такого, не пойми какого, как у меня, например, есть такая тоже поло. И можно навстречу поехать по работе. Здесь, по большому счету, всем плевать, как ты выглядишь. Вопрос, что ты из себя представляешь, насколько ты эрудирован, компетентен в вопросе, о котором вы собираетесь общаться. То есть оценивают тебя не по внешним факторам вообще, хотя модников в Италии тоже хватает своих. И вот этих понторезов, но не в таком количестве, как в России. Там тебе нужно казаться, а не быть. А здесь ты можешь быть, а не казаться кем-то. То есть вот это очень важный момент. И меня это сильно изменило. Мне нравится. Ты живешь более свободно. Ты как-то, ты не ограничен какими-то вещами. Вот. И в дорогой ресторан можешь прийти там как угодно одетый. В Москве придешь там на Патриках, какой-то дорогой ресторан, хрен пойми как одетый, ну на тебя будут смотреть люди, типа как будто бы осуждающие. Типа, что за бомж пришел, деньги накопил, наверное, полгода не ел, вот, решил накопить. Ну, то есть я вот об этом говорю, вот это сильно меня изменило. О, кстати, сейчас войдем внутрь, возможно. Хотя тут люди выходят, может, тут и выход вообще, а не вход. Но мы сейчас посмотрим. Здесь что-то очень любопытное, походу. Ой, тоже храм. Вот это красота. Прям каменный. Смотрите, какое. Это просто само великолепие. А вот эти перегородки, разрисованные на крыше. Очень красиво.
прям каменный реально. Посмотрите, какое здание. Просто произведение искусства, ребята. Ни больше, ни меньше. Произведение искусства. Это просто обычная школа. Вон там написано на входе, сейчас, может быть, вы не увидите на видео, написано «Скола Нормале Супериоре». Прикиньте, обычная школа. Вот в такой школе учиться, ну это вообще космос. Да, это школа средних и старших классов. Ну, кстати, я скажу, что образование в Италии, я сейчас не скажу во всех университетах, но вот, например, в Пизе, оно офигенное просто, оно котируется во всем мире. То есть это не сравнится там с МГУ или МГИМО, вот эти, которые сейчас там, ну, где везде надо подтверждать эти дипломы потом, хотя сейчас на меня точно могут накинуться, сказать, что у нас самое лучшее образование, но оно устаревшее в России, объективно оно устаревшее. Вот, и можно спорить на эту тему сколько вы хотите, ребята, но оно устаревшее. Еще это ЕГЭ, который непонятно вообще, зачем его придумали. Но здесь вот в Пизе, например, есть, если я сейчас не ошибаюсь, кулинарный вуз. Он второй в мире. То есть первый, по-моему, в Швейцарии. Но я могу сейчас ошибаться. Потому что там все меняется каждый год. Я в каком-то году просто это узнал. Первый был в Швейцарии, второй вроде как в Пизе. Ну, может, он сейчас поменял, может, он сейчас на третьем месте. Да черт его знает. Но суть в том, что, закончив его, вас просто с руками-ногами оторвут поваром в самые лучшие рестораны мира. Ну, как бы, я так думаю, России не похвастаться таким вузом кулинарным. Я так думаю. Ну и, в принципе, это город студентов Пиза. Это реально город студентов. Здесь много университетов, вот, и много очень студентов. И приезжают, причем со всего мира учиться. Ну, Юля, давай, расскажи, что тебя еще поменяло? Ну, твое какое-то, Да, может быть, да, мировоззрение. Пойдем вон туда, там что-то красивое, заодно ты расскажешь. Да, я вот хотела сказать то, что я стала более приветливым к людям, в частности, к соседям. Потому что раньше я вообще соседей видеть не хотела, знать не хотела. Мне было неинтересно. Вот, сейчас же это поменялось, потому что мы даже когда жили в Прато, в городе, там было кондоминиум, и ты все равно здороваешься с соседями, здороваешься с работниками бара, и это вообще в порядке вещей. Ты даже когда просто мимо проходишь, здороваешься со знакомыми на улице, и вообще это, как бы, хотя это нормально, но так или иначе мне это было не свойственно, когда я жила в России. Здесь же все поменялось. Ты к соседям относишься более как-то приветливо. И за счет этого у нас вот появились хорошие знакомые из наших соседях, из соседей. Нас зовут на ужины, и это тоже в порядке вещей теперь стало. Это просто достаточно необычно. Ну да, на самом деле вот просто говорят часто, что в России очень культурные люди. Вежливые, типа, приветливые и все такое. Ну, честно, не хочу никого обидеть. Я вот сколько жил, ни со мной, ни я с соседями, со своими по лестничной площадке даже, не то что по подъезду. Мы даже не знались, я даже понятия не имел, кто живет в моем доме. То есть и кто по личной площадке живет. И все мы это прекрасно знаем, как это установлено. Да, может быть, в каких-то деревнях, там еще где-то или в маленьких совсем городах больше какой-то вот такой, что ли, гостеприимности. Но вот, например, Москву, если взять, ну, это абсолютно безликий город. И я вам скажу, даже если взять Милан, очень многие люди общаются с соседями, здороваются и все такое. То есть, как бы, поэтому, что здесь, в большом городе, такая ситуация очень доброжелательная. Люди реально всегда здороваются. Вот Юля, я помню, даже ей было непривычно здороваться, реально. Со всеми я ей говорил, здесь надо здороваться, типа, это этикет, туда-сюда. Да, они еще обидятся, если не поздороваешься или подумаешь, что ты какой-то невоспитанный. Да, мне просто непривычно. Я просто не привыкла здороваться с людьми, если я их не знаю. Ну да, ну а в России, блин, честно, всем пофигу, поздоровался ты, не поздоровался. Наоборот, даже хорошо, что не поздоровался. Когда с тобой здороваются, то уже так люди немножко удивлялись, я помню. Да. Вот. Ну да, согласен. Мне кажется, здесь меня тоже это сильно изменило, потому что реально ты вот даже вот идешь где-то с незнакомыми людьми, допустим, гуляешь в парке, или незнакомые люди могут взять с тобой поздороваться просто, пожелать тебе какого-то доброго дня.
То есть, Да, велосипедисты с друг другом здороваются, мотоциклисты друг с другом здороваются. Это такая культура. Когда ты приезжаешь в какое-то даже местечко, типа деревню, и идешь по каким-то тропам, люди, которые идут тебе навстречу, они тоже с тобой здороваются. Это вообще здесь в порядке вещей. ну да, вот это какая-то, да, какая-то культура такая доброжелательности, она здесь сильно отличается, чем в России. Хотя, может быть, на юге России тоже что-то похожее, потому что, возможно, это такой южный менталитет. Потому что я не жил в Лондоне, скажем. Возможно, там, кстати, тоже примерно как в Москве, такие люди более холодные. Вполне вероятно, что это связано с климатом. Вот я вот это не отрицаю. Но так или иначе, мы не жили в Лондоне, мы жили в Москве, поэтому мы сравниваем вот как бы с тем, что и не жили на юге России, вот, и мы сравниваем то, как оно в Москве, ситуация. Вот, что еще мы хотели сказать, по-моему, да, что-то, что изменило, и я вот уже что-то подзабыл. Я хотел это сказать, Я что тоже меня изменило. подзабыла. Да? Ну, сейчас тогда подумаем и вам расскажем. Мы, наконец, вспомнили, что хотели сказать. На самом деле, что меня изменило по приезду в Италию спустя какое-то время, что я заметил, у меня появился интерес к стране, в которой я живу. То есть попробую объяснить. В плане даже туристическом. Я, конечно, понимаю, что в России тоже много мест красивых посмотреть, там Казань, там Белгород, там какие-то города такие, Золотое кольцо, но их не так много. В Италии же посмотреть даже от маленьких деревень, в которых 20 человек живет, до огромных городов. Здесь, я вам скажу, жизни не хватит, чтобы увидеть всю Италию. И во всей Италии есть что посмотреть. Абсолютно во всей Италии, в одном регионе. Вот мы живем 3 года, мы Тоскану, регион до сих пор не весь изучили. А мы ездим бесконечно, то на мотоцикле, то на машине. Мы просто бесконечно ездим. То есть, да, если, например, взять там Московскую область, да, не то, что за 3 года ты ее изучишь. Ты ее за 3 месяца изучишь, за 4. Что там изучать? Как бы, это без обид, это просто мало очень мест, которые хотелось бы посетить. И она особо поэтому меня никогда не интересовала, Россия, в плане туризма внутреннего. Вот. Ну и плюс, скажем так, чтобы никого не обидеть, чтобы доехать до красивого места в России, нужно проехать очень много некрасивых мест. Вот. И когда ты с этим сталкиваешься, ты думаешь, а ну его нафиг ехать. Как бы я увижу столько всего некрасивого, чтобы увидеть чуть-чуть красоты. Как бы, вот понимаете, о чем я? Не знаю, если вы поняли, не поняли, может быть, обиделись. Все. Да. А здесь ты едешь увидеть Пизу, и по дороге видишь кучу всего красивого параллельно. Ты просто едешь, у тебя глаз наслаждается, он радуется смотреть вокруг на эти постройки при дороге, на городки маленькие, на пейзажи, виды. То есть здесь красота во всем, честно. Вот просто во всем красота. Да, со своими какими-то дефектами, безусловно, ничего не идеально. Но при этом, вот да, я начал интересоваться страной, в которой я живу. Больше, чем зарубежной страной какой-то. То есть, если в России все мыслят поехать отдыхать там, ну, все мечтают. Кто не может себе позволить, понятно, внутри страны путешествовать. Но большинство, кто может себе позволить, мечтает поехать в какие-то другие страны. То я даже не думаю о том, чтобы поехать в другую страну. Мне интересно изучать Италию. Понимаете? Так интересно, как не было интересно изучать абсолютно Россию. Вот так вот я скажу. Вот. И, естественно, вот еще один момент. Мы, кстати, возвращаемся оттуда, откуда пришли. Ну, такая легенькая прогулочка по Пизе. Понятно, что мы далеко не весь город показали. Здесь куча красот. Сюда надо приезжать на весь день. Ну и видео это выйдет тогда 3-часовое, если мы сейчас все будем показывать. Вот. И вы уже с ума сойдете, смотрите его. Ну вот, наверное, одно из последних, что я хотел сказать, что меня сильно поменяло. Спустя 2 года нахождения в Италии я перестал болеть за Россию. То есть у меня это была какая-то боль. Вот, первые 2 года в эмиграции какая-то боль. Я все время читал новости из России, я интересовался, что да как, я переживал. Там вот там, ну как бы, я против той власти, которая есть сейчас в России, чтобы все просто поняли, о чем я говорю. Вот. И я переживал, что вот до сих пор такой бардак происходит в моей стране. А в последнее время мне стало вдруг все равно.
Я просто перестал ассоциировать себя с Россией. Да, то, что я русский, это и так понятно. Вот, я не то, что это забыл. Но со страной я перестал себя ассоциировать. Во-первых, перестали быть какие-то иметься связи, абсолютно. Да, какие-то друзья, которые слышишь раз в год по обещанию. Родственники, которые вообще не родственники, а так ерунда. Вот. И поэтому, наверное, вот мне, да, меня это сильно поменяло. Я больше стал интересоваться политикой Италии, политикой своей теперь страны новой, в которой я живу, и где плачу налоги, где работаю и строю свое будущее. Вот это меня, наверное, изменило за 2 года миграции, вот больше, чем 2 года. А ты что скажешь? Ну, мне, я тоже стала больше интересоваться, но я больше стала интересоваться, как здесь все устроено. То бишь, Ну, это раньше тоже в мне, этом же духе, в ну общем-то. да, то есть я просто, да, как раз к этой теме. Раньше мне вообще было все равно. На самом деле, все было предельно понятно. У нас в институте, я помню, когда я училась, у нас был учитель истории, я тогда его недооценила. А сейчас я понимаю, что нифига себе мужик какой классный. И он тогда вообще очень круто нам все разъяснил, что такое Россия и как в ней все устроено. Я только потом поняла, насколько он был прав. Вот, и мне, собственно, не знаю, еще в России принято не интересоваться ничем. То есть это как будто бы менталитет. И тебе его передают, и ты просто этим же живешь. А здесь, когда мы приехали, это начало меняться. Потому что здесь как будто бы все по-другому. И люди интересуются то, где они живут, и мне все равно, как они живут. Да, согласен. О, кстати, посмотрите, флаг Пизы развивается, красный вот этот вот, потом флаг Италии, флаг Евросоюза и флаг Украины. Он сейчас просто чуть-чуть замотался, ветер слабенький, вот он. Гляньте. Ну, сейчас опять налетят люди, которые начнут вот это писать всякие гадости. Вот эти, у которых фобия на украинский флаг. А вообще такого не понимаю, но вот прям уже вижу, сейчас налетят, блин. Я еще специально шорты сделаю. Да, я даже комментарии заходить не буду. Так, ну на этом мы рассказали, в принципе, что нас поменяло. На самом деле это не все. Если вдруг вам интересно будет продолжение, вы можете написать нам об этом в комментариях. Нам на самом деле есть что еще рассказать. Но мы такие, более самые важные, выделили, что нас поменяло. Вот. Ну, собственно, на этом сегодня все. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. И все. Пока-пока. До скорого. Пока-пока.